Внезапно он слышит крик о помощи и просыпается только для того, чтобы понять, что находится в тюремной камере. Рядом с дырой в стене девочка зовет его на помощь. Она сообщает ему, что к ним приближается стена с шипами, которая приближается с равными интервалами. Он пытается разбить окно, чтобы сбежать, но это слишком сложно. Главную дверь можно открыть только снаружи. Сначала он думает, что девочка его похитительница, и кричит на нее, но потом понимает, что она тоже жертва. Он замечает, что у нее есть топор, и говорит ей использовать его, чтобы разбить окно и сбежать. Однако у нее нет окна, поэтому он просит топор, чтобы сбежать, а затем спасти ее. Она заставляет его дать клятву, иначе они оба умрут. Он решает выслушать ее и клянется. «Я, Нин Юань, клянусь, что не оставлю тебя здесь и не сбегу в одиночку. Если я это сделаю, пусть я умру ужасной смертью». Только тогда она отдаст ему топор. Но отверстие слишком маленькое, и его невозможно проткнуть. Она пытается прорубить отверстие пошире, но обнаруживает, что оно сделано из сверхтвердого гранита. Затем девочка садится и беспомощно плачет, раня Юаня, который просит ее помолчать, чтобы он мог подумать. Она жалуется, что так и не испытала своего первого поцелуя, говорит, что просто задремала в поезде и проснулась на этой железной кровати. Услышав о железной кровати, Нин Юань просит ее передать ему ножку кровати, чтобы он мог приоткрыть окно и спасти ее из гниющего дома. Деревянная крыша. Она неохотно доверяет ему и передает ножку кровати. Он успешно открывает окно и вылезает наружу как раз перед тем, как стена с шипами проходит мимо и закрывает окно. Мы узнаем, что девочку зовут Су Джин. Однажды она отправилась исследовать горы с группой друзей. Когда один человек случайно упал, собирая цветы, она помогла ему перевязать рану. Она дочь превосходного врача традиционной китайской медицины, так что она знает все о традиционной медицине. Внезапно двое других друзей приходят сообщить ей, что их первоначальный путь вниз с горы заблокирован. Теперь у них есть два варианта: остаться и ждать спасения в течение неизвестного времени, или оставить раненого молодого человека и вернуться до того, как путь будет полностью перекрыт. Су Чжин сначала отказывается, говоря, что они не должны бросать раненого, но они утверждают, что лучше пожертвовать одним, чем чтобы все умерли. Раненый мужчина подслушивает и, очевидно, недостаточно благороден, чтобы остаться и умереть ради них. Два друга прямо высказывают свою точку зрения, вместо того, чтобы ходить вокруг да около. Они оставляют половину своих припасов Су Чжин и раненому мужчине, а затем уходят, пообещав прислать помощь обоим, если им удастся сбежать. В ту ночь она помогла ноге молодого человека лучше зажить и сказала ему, чтобы он поскорее поправлялся, чтобы они могли уехать. Этот молодой человек влюбился в нее и просит ее стать его девушкой, если они сбежат, но она уклоняется от ответа и уходит собирать травы, говоря ему, что он на самом деле это не в ее вкусе. Позже она находит довольно много вещей, но когда она возвращается, то обнаруживает, что молодой человек ушел, забрав все припасы и оставив записку с объяснением своих действий. С тех пор она затаила злобу на мужчин и думает, что Нин Юань такая же. Однако он проламывает потолок, чтобы спасти ее, как и клялся. Она так удивлена, что на мгновение застыла в оцепенении, прежде чем подбежать и схватить Нин Юаня за руку. Затем она радостно обнимает Нин Юаня за то, что он спас ее, и извиняется за то, что обругала его. Думая, что он бросил ее, она представляется и спрашивает о его работе, но он в шоке, не зная, где они находятся. Затем Нин Юань спрыгивает вниз и ловит Су Цзинь, но она тяжелее, чем ожидалось, из-за чего он начинает раздражаться, когда его прижимают к земле. Они оба понимают, что, похоже, находятся на маяке, а неподалеку есть тропинка, ведущая вниз. Поэтому они используют ножку кровати, чтобы открыть дверь и спуститься вниз. Через некоторое время Мин Юань замечает, что часть лестницы отсутствует. Он рискует и прыгает, умудряясь ухватиться за лестницу. Он говорит Су Джин прыгнуть, и он ее поймает. Он успешно ловит ее, но лестница отцепляется из завеса и падает. Нин Юань прикрывает ее своим телом, когда они падают в воду. Затем он теряет сознание, и Су Джин вытаскивает его на поверхность. Су Джин знает, что Нин Юань получил травму при падении в воду. Затем она вытаскивает его на берег и возвращается к основанию маяка, чтобы избежать дождя. Она полна решимости не дать ему умереть и, увидев поблизости комнату, решает затащить туда Нин Ю. Она беспокоится о потенциальной опасности, но сейчас единственный выход — пойти туда отдохнуть. Затем она затаскивает туда Нин Ю и видит, что там, похоже, никого нет. Она неохотно ведет Нин Юаня внутрь и замечает там чью-то тень. Она нащупывает выключатель и включает свет, но обнаруживает, что это труп.
Молодой человек появляется у нее за спиной и приставляет нож к ее горлу. Он спрашивает ее, где находится это место и зачем она привела его сюда. Если она не жнияет, Цзян сделает так, что она кончит так же, как тот высохший труп. Она умоляет опустить Нин Юаня на первое место. Затем он снова спрашивает, и она признается, что не знает, где это находится, потому что она только что сбежала с маяка вместе с Нин Юанем и попала в аварию, спускаясь вниз. Затем молодой человек решает допросить Нин Юань и запрещает ей вмешиваться, иначе он ударит ее ножом. Он наступает на руку Нин Юаня, чтобы разбудить его, и просит у него информации, но он не знает, кто такая Су Цзинь. Она утверждает, что они только что познакомились, но Цзян замечает ее ошибку и собирается ударить ее ножом. Однако он наносит удар между ее пальцами в качестве предупреждения, говоря, что в следующий раз она потеряет палец. Затем она видит, что Нин Юань плачет как ребенок и просит объяснить. Она предполагает, что травма от падения с высоты в воду могла привести к потере памяти у Нин Юаня. Ее длинные объяснения немного раздражают Цзина, но он все еще не уверен, поэтому просит ее объяснить, почему Нин Юань пожертвовал собой, чтобы защитить ее. Или он положит ее в тюрьму. Нож у горла Нин Юаня. Болтовня о любви с первого взгляда может привести к немедленному нанесению ножевого ранения. Затем она задумалась и спросила его, были ли у него когда-нибудь друзья, и был ли бы кто-нибудь из новых друзей готов пожертвовать собой, чтобы защитить его. Это убеждает Цзина, поскольку у него были плохие отношения с преступным миром, и его друзья жертвовали собой, чтобы спасти его раньше, так что он понимает ее ситуацию. Затем он спрашивает ее, есть ли какой-нибудь способ вылечить Нин Юань. Но пока это кажется невозможным, поскольку у Нин Юань остались воспоминания только о начальной школе. Что касается высушенного трупа, то после осмотра Су Цзинь поняла, что его привезли откуда-то еще. В доме довольно сыро, но труп сожжен, что странно. Она знает об этом, потому что долгое время изучала медицину. Она не все знает об этом трупе, поэтому она просит Цзина разрезать одежду и находит на трупе 4 цифры, 843, которые, похоже, являются каким-то кодом. Джан помнит, как его преследовал подземный мир, и ему пришлось спасаться на лодке, и каким-то образом, когда он очнулся, он был здесь. Он думает, что все они были брошены здесь торговцами людьми, чтобы спастись, но Нин Юань помнит, что он и Су Цзинь были заперты в комнате с механизмом, который сжимал стены. Так что у торговцев людьми не может быть времени, чтобы все это устроить во время побега. Подозревая, что это какая-то игра на выживание, они оба решают вернуться на маяк, чтобы найти подсказки. Но Цзян сообщает им, что дорожка к лестнице снаружи разрушена, а внутренняя лестница, по которой они спускаются, также взорвана. Внезапно Су Чжин обнаруживает листок бумаги в ухе трупа. Это карта всего острова, на которой несколько маяков помечены крестиками, хотя их значение неизвестно. Нин Юань находит карту знакомой, но не может вспомнить, и у нее начинает болеть голова. Цзян думает, что он притворяется и собирается преподать ему урок, но Су Чжин останавливает его. Затем она отводит его отдохнуть, и он помнит только, что видел, как кто-то рисовал эту карту, но не может вспомнить точно. Затем Цзян дает им обоим отдохнуть и выходит на улицу. Он все еще не доверяет им, подозревая, что они из преступного мира. На следующее утро Цзян будет их обоих и сообщает, что сейчас они отправятся в зачеркнутое место, потому что там могут быть какие-то зацепки. Су Цзинь беспокоится, потому что ни один из них не в лучшем состоянии. Но он не предлагает им идеи, он отдает приказы. Он сообщает им, что с этого момента они являются его подчиненными, и если он узнает, что они строят какие-то планы за его спиной, у них будут неприятности. Затем они отправляются в путь, но на полпути Цзян приказывает им остановиться. Он обнаружил ловушку прямо на дороге. На этих шипах есть пятна крови, но неясно, от людей это или от животных. Су Чжин думает, что на острове может быть больше людей, которые могли бы стать товарищами по команде, но Цзян считает ее слишком наивной. В этом богом забытом месте, где не хватает еды, люди готовы топтать друг друга, чтобы выжить. Так что с этого момента они должны помнить, что нужно всегда прятаться. Если они кого-то увидят, им следует соблюдать осторожность, не раскрывая себя, и абсолютно никому не доверять. Затем он приказывает им обоим отправиться на поиски еды. Он считает, что, будучи самым сильным, он имеет право принимать здесь решения. Спустя день Нин Юань находит дикие ягоды, а Су Чжин собирает грибы. Су Чжин отпускает ближайшего кролика, но Цзян этого не делает.
Он метнул нож, убив кролика, а затем отвел их в ближайшую пещеру, где они нашли временное убежище. Поев, он некоторое время пристально смотрит на Су Джин, а затем велит ей пойти внутрь и собрать сухой травы, чтобы соорудить ему постель. Затем он подзывает Нин Юаня, чтобы тот отдал ему оставшееся кроличье мясо, и предупреждает его, чтобы он ни в коем случае не заходил внутрь. Затем Цзян раскрывает свою звериную натуру и пытается изнасиловать Су Джин. Услышав крики Су Джин, Нин Юань, несмотря на то, что испугалась предупреждения, бежит внутрь, чтобы остановить Цзина. Он немедленно получает удар, и когда Цзян угрожает расправиться с ним, Мин Юань утверждает, что причина, по которой он вмешался, заключалась в том, что Цзян — тот, кто может обеспечить нанесение ущерба в команда, в то время как Су Джин — целитель. Действительно, молодой человек говорит обо всем так, словно это игра, отчего кровь Цзина закипает, и он снова бьет его. Затем он теряет интерес и уходит, проинструктировав их обоих продолжить поиски еды завтра. В тот же день Джон подтверждает, что двое других не из подземного мира. Он глубоко задумался, когда внезапно услышал крик о помощи и побежал обратно. Звук доносился не из пещеры, поэтому он побежал к ловушке, чтобы проверить, и увидел бегущего к ней человека. Су Чжин хочет предупредить его, но Нин Юань прикрывает рот рукой. Мужчина попадает в ловушку, и причина, по которой Нин Юань остановила ее, заключается в том, что приближается кто-то еще. И тот, кто смог заставить этого человека убежать, должно быть очень силен. Затем появляется туземец и добивает человека, попавшего в ловушку, а затем утаскивает его прочь. Су Чжин так потрясена, что теряет сознание. Они забирают Су Чжина обратно в пещеру, и Нин Юань подозревает, что человек, которого они видели, может быть из племени каннибалов. Они могут сделать вывод, что это место гораздо опаснее, чем они думали. Цзян советует Нин Юаню быть осторожным, так как это может быть только началом. На следующее утро Нин Юань залезает на дерево, чтобы собрать кокосовые орехи, когда Су Чжин кричит из-за крысы у ее ног. Вбегает Цзян, раздраженная тем, что она не боится трупов, но боится крыс. Затем ей нужно в туалет, поэтому она уходит в угол и запрещает им обоим следовать за ней или смотреть на нее. Пока они ждут, Су Чжин, закончив, замечает кого-то поблизости. Она вдруг снова начинает кричать, и они оба бегут ее искать. Они обнаруживают двух туземцев, которые собираются убить Су Чжина. Цзян хочет немного подождать, чтобы обдумать план, но так как время поджимает, он решает метнуть свой нож в того, у кого молоток, в то время как Мин Юань отталкивает другого. Как раз в тот момент, когда молоток вот-вот опустится, внезапно раздается выстрел, и тот, у кого был молоток, погибает. Другой в страхе убегает. Нин Юань бежит к Су Чжин, которая в ужасе. Из дома выходит девочка с пистолетом и зовет Джонга на помощь. Это Трейси, офицер американской полиции, и у нее неподалеку есть группа людей. Она хочет присоединиться к ним. Но Джонг спрашивает, была ли она когда-нибудь в Китае, и она отвечает нет, что заставляет его задуматься, откуда она знает китайский и почему она кажется ему знакомой. Обратите внимание переводчиков. Часть о том, что она говорит по-китайски, была придумана автором оригинала. Трейси считает, что люди часто похожи друг на друга, так что он, должно быть, ошибается. Затем она находит странным, что несмотря на то, что она была хорошим стрелком и целилась в голову туземца, ее пуля вместо этого попала в сердце. Прежде чем у них появляется время подумать, прибывают другие туземцы, вынуждая группу бежать. Трейси остается позади, чтобы прикрыть их, и говорит троим ждать ее у ближайшего ручья. Цзян хочет, чтобы двое младших пошли первыми. Когда они добираются до ручья, они немного ждут, но Трейси не догоняет их. Цзян инструктирует их обоих никому не раскрывать карту и пароль, так как кроме местных жителей, они не знают, сколько еще людей были бы готовы убить их за эту информацию. Эта информация — все, что у них есть, и они ни в коем случае не должны небрежно передавать ее кому бы то ни было. Эти трое решают действовать сообща, чтобы сбежать отсюда. Он защитит их обоих, и им обоим нужно доверять ему. Су Чжин решает следовать за Нин Юанем, в то время как Нин Юань соглашается следовать за Джаном. Затем Нин Юань начинает рассуждать о каких-то теориях игр, заставляя Джана думать, что ему действительно ничем нельзя помочь. Затем все трое решают поклясться разделить горе вместе. Позже Трейси возвращается, чтобы встретиться с ними. Она временно оттеснила туземцев, но ее боеприпасы на исходе, поэтому она берет их с собой, чтобы перегруппироваться с остальными. Она ведет их в убежище и встречает там других людей. Они знают, что Трейси только что столкнулась с местными жителями. Один молодой человек считает, что при ограниченном количестве боеприпасов ей не следует спасать больше людей. Джан раздражен тем, что этот молодой человек намекает на то, что они втроем тратят боеприпасы впустую,
поэтому ему хочется ударить его. Но дядя попросил его не применять физическую силу в этом месте, поскольку здесь действуют принципы, аналогичные закону. Свобода слова разрешена, но применение физической силы нарушает правила. Цзян считает, что если бы у них были законы, Трейси была бы блюстительницей закона. Любой, кто совершит серьезное нарушение, будет казнен. Он не знает, стала бы Трейси злоупотреблять своей властью, но она уверена, что такой офицер полиции, как она, не стал бы этого делать. Цзян считает, что если он не может присоединиться, то может уйти, и она не будет его принуждать. Цзян неохотно соглашается остаться. Затем они представляются друг другу. Этот дядя Шигаки, председатель корпорации. Этот молодой человек Ван Сян, баскетболист. Другой парень Ромео, актер. Цзян и Ромео теперь открыто ненавидят друг друга. Затем Трейси рассказывает, что она только что обнаружила строение на юге. Это место большое, но совершенно пустынное. Шигаки хочет немного исследовать местность, но оба молодых человека обеспокоены тем, что там могут жить местные жители. Тем не менее, Трейси все равно согласна пойти на расследование, но дядя хочет, чтобы они проголосовали, чтобы быть уверенными. Цзян спрашивает двух младших, что они думают, и они говорят, что последуют за ним, но он хочет воздержаться и заставить двух младших высказать свое собственное мнение. Если они воздержатся, им придется смириться с любым результатом. Су Чжин воздерживается, в то время как Нин Юань решает заняться исследованиями. Но Чжун говорит, что он еще не голосовал. Он просто спрашивал ранее и не воздержался полностью. Так что теперь он хочет остаться, чтобы посмотреть, как такой лидер, как мистер Шигаки, решит проблему равенства голосов. Ему это кажется интересным, поэтому он решил провести второй тур голосования. На этот раз он достает стопку записей группы. Он заплатит $10 миллионов каждому, кто последует за ним. Возможно, здесь эти деньги ничего не стоят, но когда они выйдут отсюда, то смогут наслаждаться жизнью с такой суммой денег. Цзян думает, что он подкупает людей, но он утверждает, что подкуп – это действие, направленное на личную выгоду, в то время как это делается для общего блага. Но теперь у Цзина есть трюк получше. Затем он хочет, чтобы двое младших проголосовали за него, и дает им другой выбор. Если кто-нибудь проголосует за него, этот человек получит в 3 раза больше денег мистера Шигаки. Он аргументирует это тем, что если он действительно хочет отправиться на разведку, ему придется заплатить в 3 раза больше, чтобы выкупить голоса у него и двух младших. Это способ Цзина сыграть на его психологии. А Ромео – это тот, кто следует за ним, чтобы получить прибыль. Так что теперь мистеру Шигаки придется заплатить больше денег, если он хочет уйти. На следующий день группа отправляется в путь. Во время прогулки Цзян замечает Трейси и просит ее отойти в угол, чтобы поговорить наедине. Она хочет, чтобы он заговорил прямо здесь, поэтому он сразу же переходит на шепот, заставляя ее отойти в другой угол для обсуждения. Затем она по какой-то непонятной причине дает Янгу пощечину и велит всем продолжать. Позже они добираются до строения, которое нашла Трейси. Оно похоже на пирамиду, так что Нин Юань думает, что это Египет. Но мистер Шигаки указывает, что пирамиды есть не только в Египте, поскольку этот термин используется для описания типа сооружения в целом. Глядя на это, он подозревает, что они могут находиться в Южной Америке. Когда они входят, Су Чжин не знает, что с ними на самом деле произошло, действительно ли они вовлечены в игру или нет. Но Нин Юань не любит слишком волноваться, потому что они все еще живы, и этого достаточно. Нин Юань также хочет, чтобы Су Чжин позже не говорил так официально, потому что он не понимает. Он также считает, что теперь, когда у них есть этот чек, нет необходимости возвращаться к нормальной учебе. Их смех за спиной заставляет Цзина задуматься, чему они так радуются. Мгновение спустя Трейси обнаруживает следы того, что кто-то разжигал здесь костер. Это точно не местные жители, потому что Нин Юань даже нашел поблизости несколько батареек. Мистер Шигаки решил разделить людей, чтобы исследовать их изнутри. Он хорошо разбирается в архитектуре, так что он пойдет. Трейси следует за ним в качестве охраны. Су Чжин также приглашена из-за ее хороших медицинских навыков, и последний человек – баскетболист Ван Сян, который занимается физическими упражнениями. Пока эта группа заходит внутрь, Ромео попросил Цзина сотрудничать с ним для получения прибыли в будущем. Но затем он прямо сказал, что использует Ромео только для того, чтобы получить его голос. Он достал нож, чтобы потребовать у Ромео чек, но Ромео пригрозил ему законом. Однако Цзян может придумать для него какую-нибудь смерть, поскольку Нин Юань вон там занят тем, что справляет нужду. Он неохотно отдает его и уверен, что позже Цзян столкнется с кармой. Тем временем Су Чжин и группа внутри обнаруживают здесь довольно много древних текстов. Су Чжин погружена в размышления о традиции своей семьи выращивать ядовитых червей для самозащиты.
А когда Цзян приставал к ней, ядовитый червь с ее заколки для волос проник в его тело. Но она нейтрализовала яд, и в какой-то момент Цзян внезапно почувствует сильную боль, что является признаком того, что яд нейтрализуется, а также для того, чтобы преподать ему урок. Цзян сейчас проходит курс детоксикации, и у него болит живот. Внезапно появляются туземцы, из-за чего двое других убегают, в то время как Цзян испытывает слишком сильную боль, чтобы бежать. Нин Юань решает вернуться, и Цзян понимает, что это, похоже, карма, поэтому в следующей жизни он решит стать хорошим человеком. Внезапно появляется Нин Юань и поддерживает Яна, чтобы он ушел. Ромео заходит внутрь и видит, что дверь закрыта на задвижку, поэтому он быстро выходит. Дверь постепенно закрывается, что вынуждает Нин Юань быстро затащить Цзина внутрь. Им обоим удается войти как раз перед тем, как дверь закрывается и люди внутри возвращаются. Цзян обвиняет Ромео в том, что он намеревался оставить их обоих дома, но он говорит, что просто был слишком напуган. Мистер Шигаки не винит его, потому что любой в такой ситуации запаниковал бы. Затем Су Джин обнаруживает синяк на руке Нин Юаня. Она понимает, что это яд, оставшийся после того, как Нин Юань была ранена стрелой. Она использовала нож, чтобы выдавить ядовитую кровь, но крови не было, и это заставило ее понять, что это чрезвычайно сильный яд. Если он попадет в сердце, это неизлечимо. Цзян хочет приложить все усилия, чтобы спасти Нин Юаня, потому что он получил травму, спасая его. Цзян хочет пойти и избить местных жителей, чтобы получить противоядие. Но Нин Юань хочет, чтобы они не паниковали и просто спокойно нашли выход, потому что паника сейчас только отнимет больше времени. Мистер Шигаки не ожидал, что воспоминания Нин Юаня о начальной школе будут такими удивительно спокойными в этот момент. Возможно, он тот человек, у которого лучшие навыки выживания в этой группе. Ромео все еще хочет голосовать, но в этом нет необходимости, потому что каждый выбирает сам, как найти выход, чтобы спасти Нин Юаня. Затем они находят проход внизу. Здесь сыро, как будто его часто затопляет. Затем они попадают в комнату с множеством колонн разной высоты. Внезапно кто-то зовет на помощь из-под воды. Это те же люди, которые были здесь раньше, и один из них может прочитать текст местных жителей, так что они могут помочь расшифровать его. У нас не так много времени, потому что вода поднимается. Так что Цзян берет веревку у Су Цзиня и отдает ее Ван Сяну, чтобы тот бросил ее в воду. Он бросает точно, и они тут же вытаскивают другую группу наверх. Когда они добираются до берега, этот высокий старший брат представляется Андреем и является русским наемником. Этот брат китаец, стендап-комик. Девочка рядом с ним домохозяйка. А этот человек без сознания профессор, который умеет читать текст. Затем он приходит в сознание и показывает, что выход находится прямо перед ними, и им нужно добраться до самого высокого места, чтобы он появился. Способ, которым они могут взобраться на эти столбы, зависит от уровня воды, поднимаемого каждой волной. Они должны угадать, где будет уровень воды, чтобы выбрать правильный столб для приземления. Если они сделают неправильный выбор, то закончат так же, как и те, что были раньше. Их смоет чрезвычайно высоким давлением воды здесь. Вода начала стекать вниз, и Цзян считает, что вместо того, чтобы бороться, им следует просто доплыть до самого высокого каменного столба и быстро взобраться на него. Если вода унесет их прочь, просто держись крепче. Но профессор дал Янгу понять, что не все из них достаточно сильны, чтобы взобраться на каменную колонну или удержаться за нее, чтобы не быть унесенными водой. Они не могут рисковать всей группой ради одного человека. Но Нин Юань увидела прямо перед собой постепенно поднимающуюся тропинку. Профессор понял, что потерял ориентацию из-за множества других каменных колонн и не заметил, как 4 колонны перед ними увеличились в высоту. Так что им просто нужно подождать, пока вода достигнет первой колонны. Тогда они могут подплыть и подождать, пока вода начнет постепенно подниматься. И когда они доберутся до последнего столба, тот, кто сможет взобраться наверх, бросит вниз веревку, чтобы подтянуть остальных. Но согласно расчетам, у них есть всего 10 минут, чтобы взобраться на самый высокий камень. Пилар. Здесь, кроме 3 сильнейших людей, которые поднимутся на первое место, осталось еще 8 человек. По расчетам, примерно по 1 минуте на человека, это все еще может быть осуществимо. Но если произойдет ошибка, люди, поднимающиеся позже, столкнутся с большей опасностью. Ромео требует ничьей. Но Су Джин отказывается, потому что, если слабые окажутся последними, у них будут неприятности. Ромео настаивает на том, чтобы тянуть жребий. Поэтому Джан бросается к нему, чтобы ударить ножом, но его останавливают Андрей и Трейси. Мистер Шигаки вынужден выступить посредником и согласиться на ничью. После розыгрыша последними выходят брат художника и домохозяйка. Мистер Шигаки поменялся своим последним ходом с домохозяйкой, чтобы она не волновалась.
Затем вода начинает прибывать, и все быстро подплывают к столбу. Андре уже взобрался наверх, но Ван Сян забирается первым и начинает сбрасывать веревку. Ван Сян и Цзян тоже забираются наверх и помогают Андре вытаскивать людей. Людей вытаскивают одного за другим. Нин Юань поднимается, затем наступает очередь Су Цзиня, а затем брата художника. Во время восхождения все знают, что вода вот-вот снова хлынет. Как только настанет очередь мистера Шигаки, воду спустят. К счастью, ему все еще удается держаться, и его вовремя вытаскивают, так что обошлось без жертв. Этого достаточно, чтобы понять, что в расчетах иногда могут быть непредсказуемые ошибки. Затем профессор сообщает им, что это место должно быть Южной Америкой, а текст, который он нашел, принадлежит южноамериканским аборигенам, которые жили с дохристианских времен и были смертельными врагами древних майя. Считалось, что это племя обладает бессмертной жизнью и было чрезвычайно могущественным. Способ, которым майя победили их, заключался в том, что в один прекрасный день они внезапно исчезли. Местные жители – это не то племя, о котором он говорит. У Нин Юаня такое чувство, что он уже где-то слышал эту историю, но не может вспомнить. Затем они продолжают свое путешествие и благополучно добираются до следующего столба. Но теперь они внезапно видят дверь рядом со своим столбом. Эти два столба находятся на одном уровне, и теперь у них есть два варианта: либо подняться на более высокий столб, либо рискнуть и попытаться перейти на другую сторону. Но в конце концов каждый решает подняться на более высокий столб и посмотреть, что произойдет. Потому что в этом месте должен быть какой-то указатель, который запускает отвод воды, так что если они поднимутся туда и подождут некоторое время и ничего не произойдет, они все равно смогут доплыть обратно до этих ворот. Пора. Затем они просят Андре взобраться на первую колонну повыше. Он видит, что здесь тоже есть дверь, и говорит двум другим быстро забираться наверх. На полпути Цзян теряет опору для ног и падает, увлекая за собой Вэнсяна. Теперь Андре должен работать быстрее. Он только что поднял домохозяйку, когда она начала возиться с дверью. И как раз в тот момент, когда Трейси встает, домохозяйку толкает в другую сторону дверь. Они обнаруживают, что предыдущая дверь тоже открылась. Затем подходит профессор, чтобы проверить, и с сожалением вынужден объявить, что домохозяйку спасти невозможно, потому что условие таково, что один человек должен быть принесенным в жертву, чтобы открыть выход. Это означает, что дверь, которую мы видели ранее, на самом деле была выходом, хотя она и была затоплена. Теперь вода больше не будет вытекать, а будет сливаться. Так что теперь им нужно найти обратный путь к этой двери, пока вода не ушла и не образовался водоворот, который мог бы их смести. После этого они изо всех сил пытаются доплыть до середины пути. У брата художника кончились силы, и он пошел ко дну. Но образ его бывшего учителя побуждает его продолжать борьбу и выныривать на поверхность, чтобы добраться до берега вместе со всеми остальными. Затем они вместе проходят по коридору, и у Мин Юаня начинается лихорадка, и он бредит, заставляя Андре нести его, чтобы помочь Су Джин. Затем они прибывают в место, похожее на алтарь. На нем есть таблица, а рядом текст, который, по словам профессора, означает, что Богу нужна жертва, чтобы позволить им продолжать. Они думают, что им просто нужно, чтобы кто-то лежал на этом столе. Трейси попыталась лечь, и тут дверь открылась. Но пройти через нее непросто, потому что, как только Трейси садится, дверь тут же закрывается. Это означает, что кто-то должен остаться в качестве жертвы. Но не могли бы они вместо этого добавить что-нибудь другое? Все хотят попробовать, поэтому они разделились на поиски. Но они переворачивают все вверх дном и все равно не могут найти ничего, что можно было бы надеть вместо этого. Это должно быть потому, что прошло слишком много времени и камни почти полностью выветрились. При таких темпах одному человеку наверняка придется остаться здесь. Ромео сразу же предлагает оставить Нин Юаня, потому что нести на себе того, кто вот-вот умрет, не принесет никакой пользы. Су Чжин, очевидно, не согласна, но теперь, хочет она того или нет, ей придется смириться с этим, потому что они должны ставить интересы большинства на первое место. Мистер Шигаки считает, что Нин Юань также согласился бы пожертвовать своей почти погибшей жизнью, чтобы позволить жить всем остальным. Затем они проголосовали, и 6 человек решили оставить Нин Юаня, а 4 нет. Решение было принято, и они спросили Цзина, согласен ли он с результатами голосования. Он прямо заявил, что если они хотят оставить его названного брата, то им придется пройти через него первым. Ромео хочет, чтобы Андре оставил Нин Юаня, но он солдат и не приемлет, когда бросают товарищей. Цзян сыт по горло и неженкой.
Но он не использует свой нож, вместо этого нокаутирует Ромео ударом кулака и спрашивает, не возражает ли кто-нибудь оставить этого парня здесь. Никто ничего не говорит, так что группа неохотно продолжает путь. Убегая, все видят, что Цзян действительно безрассудный человек, но в то же время очень решительный. Он очень хорошо разобрался в ситуации, когда понял, что пока он никого не убьет, никто ничего не сможет ему сделать. И он также понял, что некоторым людям Ромео уже не нравился, поэтому он решительно действовал, не дожидаясь чьего-либо мнения. Затем они увидели выход и действительно выбрались наружу. Но оглядевшись вокруг, они не увидели никаких трав. Яд, который используют местные жители, может быть змеиным, поэтому им нужно посмотреть, есть ли поблизости какие-нибудь змеиные пещеры. Су Чжин оставит Нин Юаня здесь на некоторое время, а Цзян попросил Андре помочь ему отнести несколько камней, чтобы заменить этого неженку. Затем мистер Шигаки распределяет задания между всеми и замечает, когда Трейси и Андре проходят мимо друг друга. Они оба как-то странно смотрят друг на друга. Тем временем этот неженка только что проснулся и встал из-за каменного стола, из-за чего дверь снова закрылась. Он тщетно молит о помощи, а затем к нему приближается какое-то гигантское существо. Нин Юань только что пришел в сознание, в то время как двое других приносят камни, когда они слышат крики неженок и понимают, что что-то случилось. Поэтому они останавливаются. Уже слишком поздно спасать его. Как раз в этот момент комик возвращается, преследуемый змеей. Змея сбросила баскетболиста со скалы. Комик внезапно споткнулся, из-за чего Трейси пришлось выбежать и несколько раз выстрелить в змею. Цзян также подошел и ударил змею ножом, причинив боль и заставив ее сбросить его в водопад. Затем змея ушла, и вся группа решила отправиться на поиски баскетболиста и Цзина. Цзян только что вытащил баскетболиста из воды. Оба они покрыты пиявками, поэтому Цзян использует зажигалку, чтобы заставить их отпустить их. Затем они отправляются на поиски остальных и видят газовый баллон. Поэтому они прокалывают его, чтобы посмотреть и посмеяться, прежде чем потерять сознание. Затем этих двоих находит другая группа. Когда они воссоединяются, комик видит кровь на спине баскетболиста. Но Су Чжин говорит, что это всего лишь укусы пиявок, так что подождите немного, и он поправится. Через некоторое время оба пришли в сознание. Цзян удивлен, увидев, что Нин Юань выздоровел. Как раз в тот момент, когда они собираются отправиться на разведку, их внезапно окружают местные жители. Но вождь говорит солдатам, чтобы они не действовали опрометчиво. Профессор понимает его намерения, поэтому подходит к нему и спрашивает, откуда он знает их язык. Этот язык понимает только одноглазый старик. Профессор знаком с одноглазым профессором, который учил его этому языку, и ему интересно, тот ли это старик, о котором упоминал шеф. Однако этот профессор умер 10 лет назад. Затем их сопровождают в родную деревню. По дороге Джан тихо напоминает Нин Юаню, что дорога туда проходит по указанному на карте маршруту, поэтому если им представится возможность, они должны немедленно сбежать. Затем их привозят в родную деревню, и мы узнаем, что причина, по которой вождь привез их сюда, это лечение. Профессор неохотно берет с собой Су Чжин. Но через некоторое время вождь отказывается принимать женщину, осматривающую пациента. Профессор помнит, что это племя очень уважает мужчин и смотрит на женщин свысока. Он пытается умолять, но вождь категорически отказывается. Но тут появляется однорукий старик и просит его дать им шанс. Потому что если они не смогут вылечить его, они потеряют свои жизни. Су Чжин попадает внутрь и знакомится с настоящим вождем, в то время как человек, с которым они пришли, был всего лишь временным вождем. Осмотрев его, Су Чжин понимает, что у него есть только несколько основных заболеваний, но ему нужно какое-то лекарство, чтобы вылечить его. У них с собой нет лекарств. Но Су Чжин знает, что растение, из которого делают это лекарство, растет на этом острове. Им разрешили забрать его только троим, в то время как остальные будут заложниками. Если они не вернут лекарство, все умрут. Су Чжин обязательно поедет, и чтобы защитить ее, Трейси тоже разрешили поехать. Оставшийся человек Андре, который вызвался добровольцем, потому что он знаком с джунглями и может легко найти дорогу. Андре попросил одолжить нож Джона, и тот неохотно одолжил его, поскольку для проживания в деревне нож не так уж и нужен. Пока всех задерживают, профессор знакомится с историей этого места. В прошлом в деревне была эпидемия, и те, кого не удалось спасти, были принесены в жертву гигантской змее, которая правила этим местом, пока однажды не пришли белые люди и не разрушили их образ жизни. Но одноглазый старик был совсем другим. Он вылечил их от болезней и значительно улучшил их жизнь.
Они также выучили кое-что из языка одноглазого старика. Однако однажды он исчез после того, как спустился в вулкан. В этот момент профессор, кажется, осознал истину. Что касается Суджин, то все трое все еще ищут лекарственное растение. Андре, похоже, имеет какие-то претензии к Трейси, так что на этот раз он вызвался пойти добровольно, чтобы иметь возможность выступить против нее. Суджин нашла лекарственное растение и просит их прийти и сорвать его. Профессор теперь подозревает, что его учитель-профессор, возможно, все еще жив. В прошлом профессор упоминал, что продолжит свой проект по изучению древних племен, хотя ранее он прекратил его из-за отсутствия финансирования. Он сказал, что частная организация инвестировала в этот проект для него, и ему не разрешили раскрывать название, и ему придется пожертвовать свое тело, если он скончался. Предположительно, в день похорон люди из этой организации пришли, чтобы забрать его тело. Более того, за 2 года до смерти профессор удивил аспиранта тем, что ему было наплевать на смерть его любимой собаки, потому что позже он ввел собаке препарат, который привел к оно вернулось к жизни. Он сказал, что это был препарат, вызывающий клиническую смерть организма. Так что вполне возможно, что профессор сделал себе инъекцию, чтобы вызвать клиническую смерть, а затем спокойно продолжил свой исследовательский проект по долголетию. Знания о долголетии были найдены на этом острове, и, похоже, сейчас он активно занимается исследованиями, чтобы завершить этот проект. Мин Юань хочет, чтобы они меньше беспокоились, потому что сейчас их цель – выжить и покинуть это место. Тем временем группа Суджин закончила собирать урожай, и внезапно Трейси направила свой пистолет на Андре. Он думает, что его разоблачили, но она целится в обезьяну позади него. Их окружает множество красноглазых обезьян. Приближается рассвет, и туземцы пришли, чтобы вывести их на казнь. Всех вытаскивают наружу, хотя еще не совсем рассвело. Художник так напуган, что занял первое место, потому что это племя ненавидит трусов. Как только взойдет солнце, его вот-вот посадят на кол. Но, к счастью, остальные трое вернулись вовремя. Затем художник просыпается и чувствует, что ему повезло, что он все еще жив. Суджин создала лекарство для лечения тех, кто болен, и они благодарны ей. Затем однорукий старик выводит ее на улицу. Она спросила его, как отсюда выбраться, и он указал ей на вулкан. Что касается обезьян, Суджин рассказывает, что все они похожи на ходячие трупы, выпущенные на свободу белыми людьми раньше. Ранее вулкан был демоническим объектом и считался запретной территорией. Но пришли белые люди и разрушили его, заставив этих обезьяноподобных зомби сбежать. Из-за них старик потерял руку. Затем она вернулась, чтобы рассказать всем об этом. Профессор не верит, что эти обезьяны зомби, потому что это слишком ненаучно. Но Нинюань подозревает, что учитель профессора, возможно, приехал сюда, чтобы исследовать этот метод долголетия, и, возможно, эти обезьяны являются объектами его экспериментов. Все хотят узнать правду, поэтому все они направятся к вулкану. Тем временем рыжеволосый молодой человек пришел, чтобы найти человека по имени Мистер Лэб. Именно этот человек привел всех на этот остров. Этот молодой человек очень уверен в том, что вся группа достигнет вулкана, и никто не погибнет, потому что Нин Юань входит в эту группу. Этот человек хорошо знает способности Нин Юаня, поэтому он очень уверен в себе. После того, как он сделал ставку, рыжеволосый молодой человек также встретился с этим профессором. Он действительно еще жив и тоже хочет сделать ставку. Затем он сообщает мистеру Ла о травме памяти Нин Юаня, из-за чего этот молодой человек немного беспокоится о Нин Юане. Тем временем вся группа рыбачит с местными жителями. Джан замечает сигарету в руке однорукого старика и просит затянуться. Старик предупреждает, что табак очень крепкий, но он все равно доволен собой. Он затягивается, и Цзян оказывается под кайфом. Все мальчики краснеют, когда видят, как Трейси купается. Но вождь по-прежнему считает, что эти современные девушки не так красивы, как девушки из его деревни. Если Нин Юань захочет, он познакомит его с несколькими девушками. Затем они вернутся, чтобы отпраздновать с жителями деревни. Все выпивают по чаше вина в знак вежливости, и они планируют отправиться в путь завтра, поэтому им нужен кто-то, кто будет их сопровождать. Однорукий мужчина лично проведет их, так что сегодня они могут расслабиться. Андрей видит, как туземцы устраивают соревнования по стрельбе из лука, но вождь достает высококачественный арбалет, оставленный одноглазым стариком много лет назад. Они с Андре решают заключить пари. Если Андре выиграет, вождь подарит ему арбалет. Если он проиграет, вождь укажет ему на голову.
Думая, что он просит голову Андре, однорукий мужчина должен перевести, что вождю нужна только шляпа Андре. Затем они выходят на улицу. Шеф стреляет первым и попадает в удаленную мишень. Андре отдал ему шляпу независимо от того, выиграет он или проиграет. Затем он прицелился и выстрелил, разрубив стрелу вождя пополам. Он победил, и оба получили то, что хотели. Что касается длинных волос Андре, то у него все еще есть другая шляпа, которую он может надеть. Вечером Чжан наконец протрезвел от своего кайфа и вышел на улицу, чтобы увидеть, как две обезьяны нападают на местного жителя. Поэтому он закричал. Нин Юань подбежал к ним, и две обезьяны были немедленно убиты двумя стрелами. К сожалению, раненый элитный воин деревни. Однорукий мужчина хочет кремировать его, прежде чем он превратится в зомби, но вождь отказывается, потому что деревенский обычай гласит, что только захоронение позволяет мертвые покоиться с миром. После недолгих споров шеф принимает приемлемое решение. По словам профессора, шеф планирует разделить тело этого человека на мелкие части и похоронить их, чтобы он не сошел с ума. Как раз в тот момент, когда шеф собирается выполнить свою грязную работу, этот человек сошел с ума и укусил его за руку. Он знает, что тоже вот-вот умрет, но когда прибежали другие, он заявил, что упал на острые камни. Тогда вся деревня отправилась на поиски, а вождя забрали обратно, чтобы перевязать. Суджин видит, что эта рана, похоже, нанесена ножом, а не острыми камнями. Шеф старается избегать этой темы, в то время как однорукий мужчина проявляет подозрительность. Остальные уже собрали свои вещи, чтобы отправиться в путь завтра рано утром. Нин Юань расспрашивал однорукого человека о том, как много лет назад на него напали обезьяны. В это время профессор вернулся с вулкана, и обезьяны тоже пришли оттуда. Некоторые люди, которые были поцарапаны, постепенно теряли рассудок, и их тела медленно разлагались, некоторые быстрее, чем другие, и в конце концов все стали похожи на зомби. Он до сих пор сожалеет, что тогда не смог спасти своего сына. Его сын мог бы стать вождем, но из-за того, что он был заражен, его пришлось ликвидировать. Из-за этого он также потерял руку. Когда все уснули, Цзян сидит и думает. Он спросил Нин Юаня, будет ли он готов принять меры против него, если ему случится заразиться позже, но он не хочет, чтобы кто-то умер. Затем они оба ложатся спать, а на следующее утро вся группа отправляется в путь. Однорукий мужчина извиняется за то, что не смог проводить их к вулкану, но он хочет попросить об одолжении. Сегодня он организует официальную церемонию инаугурации вождя. Он хочет, чтобы они задержались на некоторое время и присутствовали на ней. Они все колеблются, поэтому он говорит, что если они не останутся, это будет означать, что они проявляют неуважение. Они неохотно остаются, чтобы посмотреть. Бывший вождь вырезал чашу с кровью, чтобы этот временный вождь мог выпить. Теперь однорукий человек говорит, что он кое-что обнаружил. Если инфицированный человек съест внутренние органы того, кто трансформировался, процесс заражения ускорится. Сейчас он кричит, что главный там внизу – это тот самый человек, который отравил его сына и превратил его в зомби много лет назад, так что теперь он отомстит. Он намазал органы человека, укушенного обезьянами прошлой ночью, в эту миску, в результате чего главный теперь действительно превратился в зомби. Он приказывает казнить всех на горе, заставляя всех в страхе разбегаться. У главных героев тоже нет времени на раздумья, поэтому они быстро убегают. Вождь, который теперь превратился, поворачивается, чтобы съесть бывшего вождя. В тот день группа была так сосредоточена на беге, что все они разделились. Профессор считает, что им следует отправиться к вулкану в надежде воссоединиться. Внезапно сзади раздается шум, и, к счастью, это Нин Юань. И вдруг все трое видят, что кто-то преследует Суджина. Все трое временно прячутся в углу и видят двух туземцев, которые, хотя и преследуют Суджин, не причиняют ей вреда, потому что она их благодетельница. Поэтому они только показывают ей направление, в котором находится вулкан, чтобы она могла бежать. Они больше не осмеливаются доверять этому чудовищу как своему вождю. Хотя Суджин спасен, профессор все еще не хочет выходить, потому что двое других могут пощадить только благодетеля Суджина, но не их самих. В ту ночь они отдыхали недалеко от пляжа, так как там было совершенно безопасно. Нин Юань слушал, как художник читает стихи, и засыпал, и ему снилось, что кто-то зовет его на помощь. И его, и этого человека бросают в море, и на них нападают акулы, но ему, к счастью, удается спастись, а другому нет. Он просыпается и выкрикивает имя Нинбанг, сбивая с толку двух других людей, которые не понимают, о ком он говорит. Внезапно они понимают, что начинается прилив, и поблизости водятся аллигаторы. Но аллигаторы их еще не заметили.
Поэтому они уменьшают шум и ждут, пока прилив спадет, прежде чем бежать. Но ожидание до утра увеличивает вероятность того, что аллигаторы обнаружат их. Так что художник, дорожа своей жизнью и боясь смерти, смело убегает. Аллигаторы встревожены и гонятся за ним, но он ныряет в воду и благополучно спасается. Он продолжает убегать в лес, но, вспомнив о своей доброте, решает найти веревку, чтобы вернуться и спасти остальных. Он успешно находит веревку и встречает Цзина. Цзян знает, где находятся двое младших, и планирует спасти Нин Юаня первого, но появляются обезьяны, поэтому он решает остаться, пока художник отправляется спасать Нин Юаня. Художник возвращается и обнаруживает, что двое других лазают по деревьям, чтобы спрятаться. Нин Юань говорит ему привязать один конец веревки к скале и перебросить ее через нее, а другой конец привязать к дереву с другой стороны. Он перебрасывает веревку через скалу, и Нин Юань быстро ловит ее, позволяя профессору перебраться на первое место. Но после одного перехода веревка натянулась, и Нин Юаню стало опасно переходить, так как аллигаторы могли выпрыгнуть и укусить его. Поэтому он решил пройтись по веревке как циркач и сделал крест. Но как раз в тот момент, когда он уже почти дошел до конца, появляется Цзян, чтобы помочь ему отбиться от аллигаторов. Он признается, что его поцарапали обезьяны. Профессор, желая обезопасить себя, просит Цзина отделиться от группы. Но Нин Юань утверждает, что старик сказал, что у поцарапанных обычно инкубационный период длится несколько месяцев. Так что если они поторопятся, то могут найти противоядие, которое спасет Цзина. В качестве меры предосторожности Цзян должен идти позади группы. Тем временем Андрей и Трейси воссоединились. Увидев, что Трейси голодна, он дает ей поесть. Су Чжин увидела вулкан, и на нее кто-то напал. Услышав ее крик, все побежали к ней. Оказалось, что это юноша-баскетболист и мистер Шигаки, которые проголодались и напугали ее. Зная, что у Андре есть еда, группа планирует вернуться туда, но их находят обезьяны. Группа Мин Юаня блуждает по окрестностям, заблудившись из-за деревьев, преграждающих им путь. Они находят поляну, чтобы определить направление по солнцу, но, к сожалению, это болото. Профессор велит им лечь на землю и переплыть его. На полпути художник видит пауков и впадает в панику, мечется и тонет, он хватает Нин Юаня за ногу. Нин Юань подумывает наступить на него, чтобы оставить позади, но вспоминает свой сон и отламывает ближайший полый стебель, чтобы художник мог дышать через него, планируя найти способ позже. Профессор добирается до берега первого, и Нин Юань просит его найти лианы, чтобы сбросить их вниз. Затем он видит Цзина, застрявшего в грязи, и говорит ему оставаться на месте. Он подплывает к берегу и вместе с профессором бросает Цзину виноградную лозу и вытаскивает его на берег, попутно умудряясь вытащить и художника. Группа Су Чжина спасается от обезьян, но путь обратно к еде преграждают обезьяны. Если они отправятся к вулкану, то останутся очень голодными, поэтому они разделились, чтобы найти еду где-нибудь поблизости. Тем временем группе Мин Юаня нужно немного отдохнуть, прежде чем продолжить путь. Профессор видит, что глаза Яна покраснели, и хочет, чтобы он пошел один, но Нин Юань решает оставить Цзина с ними, иначе они с Джаном расстанутся. Они поклялись в братстве, что будут жить и умрут вместе. Цзян однажды спросил Нин Юаня, готов ли он убить его, если потребуется, поскольку он не боится смерти с тех пор, как попал в мир Цзинху. Так что Нин Юань поможет ему найти противоядие или лично убьет Цзина, когда тот вот-вот превратится в зомби. Видя, что они все уладили, профессор приносит извинения за излишний пессимизм. В это время группа вместе с Су Чжин задавалась вопросом, как каждый из них пересек болото. Су Чжин был предупрежден двумя местными жителями перед тем, как войти в болото. Андрей и Трейси оба были обучены тому, как обращаться с болотами. Мистер Шигаки и ребята из баскетбольной команды заранее сплели доски из деревьев. Ребята из баскетбольной команды заметили, что Андре, похоже, неравнодушен к Трейси, потому что с того момента, как они расстались, они всегда видели, как Андре следует за ней. Она рассказала, как ранее задержала группу торговцев секс-услугами, и когда они убегали, она застрелила одного человека. Когда тело было найдено, было установлено, что застреленный был русским наемником с той же фамилией, что и Андре. Но в семье Андре было 4 братьев и сестер, поэтому она не была уверена, был ли Андре тем, кто сбежал или нет. Мистер Шики не был уверен, станет ли Андре ее мишенью или нет, поэтому он предупредил ее, чтобы она не оставалась наедине с Андре. Тем временем группа Нин Юань нашла брошенный пакет с едой и знала, что остальные ушли вперед, поэтому они попытаются добраться до вулкана, чтобы перегруппироваться. Группа впереди теперь обливалась потом,
потому что чем ближе они подходили к вулкану, тем жарче становилось. Внезапно вся группа обнаружила, что мистер Шигаки исчез, и они разделились на поиски. Юноша-баскетболист шел рядом с Андре, когда он внезапно позвал на помощь и исчез, заставив Трейси заподозрить, что Андре что-то натворил. Но сразу же после этого Су Джин тоже стала звать на помощь. Они оба подбежали и увидели, что она провалилась в зыбучий песок. Так что они попытались вытащить ее, но в итоге тоже провалились в него. Вся группа воссоединилась в подземной пещере и обнаружила там юношу-баскетболиста и мистера Шигаки. Группе Нин Юаня посчастливилось найти горячий источник, чтобы снять усталость после целого дня ходьбы. Внезапно врач сказал, что ему холодно, и он вышел. Через некоторое время ему внезапно стало жарко, и они поняли, что у него малярия. Рубашка мистера Шигаки всплыла сюда, так что они поняли, что остальные все еще в безопасности, и попытались найти Суджина, чтобы помочь доктору. Затем группа нашла пещеру, и доктор больше не мог ходить, поэтому Цзян сказал, что останется с ним снаружи. Поскольку глаза Цзина тоже затуманивались, вход внутрь только замедлил бы Нин Юаня, поэтому они с художником оставили немного еды и вошли внутрь. Внутри все были голодны, поэтому Андре захотел пойти поискать что-нибудь и попросил Трейси пойти с ним. Но молодой баскетболист был обеспокоен предыдущим предупреждением мистера Шигаки, поэтому он захотел поменяться местами с Андре и остаться здесь. Однако Трейси была уверена, что сможет постоять за себя, и оставила молодого баскетболиста с Суджин. Во время поисков они случайно обнаружили искусственный туннель. Когда они вошли внутрь, чтобы исследовать его, они разделились, и Трейси нашла электрический выключатель, который она включила. Так совпало, что художник и Нин Юань вошли сюда и увидели, как включился свет. Трейси пошла глубже и обнаружила, что в этом месте есть подвал и много транспортного оборудования. Она спустилась вниз, чтобы проверить, как вдруг сработал аварийный режим и дверь закрылась. Кто-то уронил ей на голову контейнер, а остальные побежали на звук. Трейси убежала и не знала, где находится человек, который в нее целился, поэтому она сняла верхнюю рубашку и бросила ее, чтобы заманить врага выстрелить первым. Как только она заняла позицию, она умело последовала за ним, не давая человеку возможности выстрелить в ответ. Этот человек побежал к двери как раз в тот момент, когда прибыла группа Андре и Нин Юаня. Трейси выстрелила в убегающего человека как раз в тот момент, когда Андре стоял перед дверью. Он подумал, что Трейси решил лишить его жизни, поэтому он тоже поднял арбалет, намереваясь сражаться не на жизнь, а на смерть. Нин Юань знал, что должен остановить их обоих, но художник напомнил ему, что эти двое были профессионалами и у них было оружие. Оба определили позиции друг друга и были готовы убить друг друга, когда Нин Юань вмешался, чтобы остановить их. Андре утверждал, что он был настоящим полицейским, а Трейси – преступником, находящимся в национальном розыске. Но Трейси считала, что Андре ждал возможности отомстить ей, и ни один из них не верил другому. Так что Нин Юань попыталась доказать, что это было недоразумение, потому что пока она сражалась с человеком внутри, он и художник все еще следили за Андре. Но она не верила, что ошиблась, потому что человек, с которым она сражалась, держал в руках арбалет и был точно такого же роста, как Андре. Нин Юань проигнорировала их недопонимание и достала пакет с едой в качестве угрозы. Если они не прекратят, он выбросит эту еду. Теперь, когда они были рядом с вулканом, и у них больше не было еды, если он выбросит это, даже если они решат свои проблемы, они все равно умрут от голода. У молодого баскетболиста, который жил с Суджином, началось низкое кровяное давление, поэтому Суджин дал ему яблоко, которое было предназначалось для мистера Шигаки. Он съел только половину, потому что хотел оставить немного для мистера Шигаки. Неожиданно группа Нин Юаня вернулась с едой. Когда все успокоилось, он попросил Суджина помочь ему спасти двух человек, которые были снаружи. Хотя Суджин слышала, что Цзина поцарапали обезьяны, она все равно хотела спасти брата, который, несмотря на свой дурной характер, защищал их ранее. Андре решил пойти с ними обоими. Когда они добрались до входа в пещеру, все трое были потрясены, обнаружив, что двух больных людей нигде не было видно, хотя их куртки и еда все еще были там. После тщетных поисков Нин Юань обнаружил нож Цзина, воткнутый в какое-то место. Андре, который довольно высок, пришлось бы подпрыгнуть, чтобы вытащить его. Так что, конечно, Сик Джанг положил его туда не случайно. Он решил вернуться с ними обоими, чтобы перегруппироваться, думая, что Цзина и доктора, возможно, забрали в исследовательскую зону внутри.
В этот момент Трейси заподозрила, что с ее пистолетом могли что-то сделать, так как в последнее время она стреляла не в цель. Группа Нин Юаня вернулась и сообщила им о случившемся. Мистер Шигаки тоже пришел в сознание, и они решили углубиться внутрь. Осматривая большую подземную камеру, мистер Шигаки понял, что все это могло быть делом рук правительства, а не частных лиц. Транспортные средства, находящиеся там, могли использоваться любым военным подразделением, так что это могло быть военно-морское сооружение, а значит, здесь должен быть причал. Шансы найти в доке оборудование для связи и способ покинуть остров были высоки. Так что теперь у них была цель. Они должны были найти двух пропавших людей, получить лекарства и направиться к доку, чтобы покинуть остров. Позже они обнаружили высохший труп научного сотрудника возле двери, для прохода в которую требовалась карточка. К счастью, у трупа была карточка, которая помогла им пройти. Внутри было исследовательское оборудование, и они подумали, что там можно найти лекарство. Даже такому техническому гению, как мистер Шигаки, взломать его было невозможно. Он нашел что-то похожее на сервер, но несмотря на то, что они могли получить к нему доступ, у них не было пароля. Хотя он и мог написать программу для расшифровки, пароль был слишком длинным, так что на его взлом ушло бы не меньше недели. Но Нин Юань напомнил ему о суперкомпьютере неподалеку. Так вот, мистер Шигаки сказал, что благодаря идее Нин Юаня это не займет и недели. Пока мы ждали его, группа снова отправилась на разведку. Они разделились на две команды. Одну возглавил Су Джин, а другую Нин Юань. Мистер Шигаки будет следить за ними с помощью камер и направлять их. Группа Су Джина вошла в охраняемую комнату и, включив свет, поняла, что обезьяны на самом деле были созданы именно там. Су Джин нашла аптечку, так что, возможно, они смогут найти лекарство для Цзина. Группа Нин Юаня вошла в зону дезактивации с раздевалкой. В этом месте было защитное снаряжение и даже именные бирки американских солдат, доказывающие, что это исследовательское учреждение действительно было непростым. Баскетболист подумал, что они тоже должны помочь туземцам сбежать, но они едва могли позаботиться о себе сами, не говоря уже о том, чтобы привести с собой других, поскольку это только замедлило бы их. Услышав эти слова, он внезапно напрягся. Когда к нему вернулось самообладание, он рассказал им о решающей игре, в которой от него ожидали многого, но в последний момент он слишком разнервничался и все испортил. Последовавшая за этим критика вызвала у него серьезные психологические проблемы, заставляя его тело замирать каждый раз, когда он оказывался в важной ситуации. Затем мистер Шигаки сказал им продолжать, потому что поблизости был кафетерий. Когда они зашли туда, чтобы проверить, там было еще больше высушенных трупов. Казалось, что все они внезапно умерли во время еды. Неподалеку была комната, так что они пошли проверить ее, и оказалось, что это VIP-комната. Затем они заметили, что рядом кто-то сидит. Андре пошел проверить и обнаружил человека с невероятно уродливым лицом. Тем временем группа Суджина заметила, что большая часть лекарств была выпита, а то, что осталось, разбито вдребезги, но они все равно были полны решимости поискать в другом месте. Группа Нин Юаня обнаружила, что невероятно уродливый человек на самом деле был трупом, но Андре подумал, что это странно, потому что этот труп не выглядишь как обычный человек. У этого трупа была идентификационная карточка высокого уровня и блокнот, который был разорван, и в нем отсутствовало большинство страниц. Внезапно Андре увидел, как кто-то пронесся мимо и побежал за ними, но Нин Юань попросила его оставить блокнот. Тем временем группа Суджина прогуливалась и разговаривала, когда в их сторону полетела граната. Трейси удалось спасти их обоих, но она все еще подозревала, что за этим стоит Андре. Все трое укрылись под лестницей, а толстяк решил выбежать и открыть дверь, чтобы двое других могли спастись. Он бросился бежать, но стрела задела его ухо. Однако позиция нападавшего была раскрыта, и Трейси выстрелила в них. Су Джин побежала и выбежала за дверь. Нападавший бросил еще одну бомбу, и Трейси быстро выскочила за дверь, призывая толстяка войти. Но прежде чем он успел это сделать, он понял, что его рана была отравлена, что сделало его неподвижным. Таким образом, толстяк лишился жизни. В конце концов, совершив нечто замечательное, две девочки побежали и наткнулись на запертую дверь. Они пытались найти любую открытую дверь, пока нападавший приближался к ним. Они спрятались в комнате, похожей на ванную. Но человек, находившийся снаружи, активировал механизм для выпуска анестезирующего газа в комнату. Они попытались открыть дверь, но она не поддавалась, и в конце концов они потеряли сознание внутри. Нин Юань и баскетболист не смогли найти Андре, поэтому они вернулись к мистеру Шигаки, зная, что группа Суджина должно быть попала в беду.
Мистер Шигаки считал, что Андре бросил бомбу, которая убила художника и захватила в плен обеих девочек. Тот Андре, о котором он упоминал, похоже, знал все позиции камер, что делало невозможным его отслеживание. Однако, что касается пароля, Нин Юань нашел единственную оставшуюся страницу из записной книжки трупа. Оставленное сообщение соответствовало количеству символов в пароле, так что они успешно разблокировали его. Но возникла еще одна проблема, поскольку для его активации им понадобился отпечаток пальца представителя власти. Другими словами, им нужен был этот труп. Более того, у них было всего 10 минут, чтобы вернуть труп обратно, прежде чем это место самоуничтожится. Баскетболист был единственным, кто мог это сделать. Мин Юань хотел, чтобы он отрезал руку трупу и вернул ее обратно, так как он был самым быстрым бегуном. Но он был слишком добросердечен и боялся этого делать. Им пришлось убеждать его бежать. Когда он добрался до столовой и достал нож, труп стоял так, что смотрел прямо на него с улыбкой, из-за чего он не смог отрезать руку. Он просидел там больше минуты, вынуждая Нин Юаня подбадривать его через громкоговоритель. Через некоторое время он решил отнести весь труп обратно, осознав, что все в группе были хороши в чем-то, и он не мог продолжать оставаться бесполезным. Это был его шанс проявить себя. По дороге он случайно столкнулся с Андре. Но Андре ничего не сделал, так как не понимал, что делает баскетболист. Он прибыл в диспетчерскую как раз вовремя, у него оставалось всего 20 секунд, но он споткнулся, заставив Мин Юаня бежать к нему. Однако он встал, взял руку трупа и прыгнул, чтобы положить ее на панель управления.